Образовательный проект «Журнал доктора Комаровского» представляет. Мы сегодня поговорим про тики. Собственно говоря, примерно все понимают, что такое тики. Это такие быстрые, непроизвольные, повторяющиеся сокращения мышц или группы мышц, которые, как правило, возникают именно у детей. И они возникают помимо воли ребенка. Почему я об этом решил поговорить? Конечно же, на первом месте ваши письма, но в любом случае эта тема тиков, она становится с каждым годом все актуальнее и актуальнее. И на сегодня, по разным данным, от 20 до 25% всех детей рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. Да, я могу объяснить вам, когда я расскажу, что это такое, как оно бывает, от чего случается. Вы сами поймете, почему их так сейчас много. Но я решил записать это видео прежде всего потому, что меня очень-очень волнует реакция общества на ребенка с тиками. И там есть два опасных момента. Это мама, родственники ребенка с тиками, и реакция системы здравоохранения, когда вы взяли этого ребенка за руки и пошли к невропатологу. Вот что вам там расскажут, мне это прямо очень-очень страшно. Поэтому я хочу вам рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы вы для себя сделали правильные выводы. Итак, прежде всего, каждый из нас примерно понимает, что такое тики. Да? Тики могут быть в виде, например, зажмуриваний, в виде морганий, в виде шмыгания носом, в виде подергивания плечом, всякие сворачивания губами, всякие голосовые тики, например, в виде всякого хмыканья, покашливания и так далее, и так далее. Их делят, как правило, на простые и сложные. Просто подмигивание, это простой тик. Подмигивание плюс в сочетании с поворотом головы сложный. Вообще есть деление тиков на локальные, то есть когда задействована одна группа мышц, и распространенные, когда несколько групп мышц. Теперь, о чем еще хочу сказать, что, как правило, все-таки тики появляются в возрасте от 4 до 7 лет. При этом мальчики страдают тиками в 3 раза чаще, чем девочки. И на что еще хочу обратить внимание, это уже те самые приятные цифры, что вне зависимости от интенсивности ваших действий, интенсивности лечения и обследования, интенсивности ваших педагогических усилий, у 80% детей тики сами по себе исчезают к 12 годам, и практически у 100% детей исчезают к 14 годам. Теперь вопрос следующий. Почему это возникает? То есть, что есть причина? Совершенно однозначно, будут у человека тики или не будут, определяется генетическими факторами. То есть есть обязательно генетическая предрасположенность. То есть есть дети, есть люди, у которых в роду никогда ни у кого тиков не было и никогда их не будет. Но если папа эпизодически подергивался, и мама подергивался, вероятность тиков у ребенка высокая, и опять-таки с максимально возможной вероятностью он это перерастет сам по тебе. Теперь наличие генетической предрасположенности просто обусловливает тот факт, что при возникновении некой причины вдруг тики начинаются. Причем, еще раз говорю, это невозможно понять часто. Невозможно сказать, вот именно после этого ребенок сам может не знать, что вдруг случилось сегодня. Понятно, что когда кто-то очень испугался, на тебя набросилась собака, или вдруг погас свет, и ты оказался в темноте, и реально стало страшно, то вот это причина, на которую указать можно. Сплошь и рядом в детском саду сидят дети, за столами рисуют, и тут нянечка уронила кастрюлю, понимаете? И 9 человек даже глазом не повели, а 10-й после этого начал моргать. То есть, что это, почему этот процесс возникает, мало кто понимает. Тем не менее, когда это возникает, тут возможны 2 стандартные реакции, каждая из которых меня очень волнует. Первое – это попытка взрослых ребенка перевоспитать. То есть, когда на этом фокусируется внимание семьи, условно говоря, на этом покашливании, на этом хмыканье, на этом моргании. И когда ребенку прямо за ним все следят,
И все ему регулярно делают замечания. Не кашляй, не моргай, не дергайся. Зачем ты это делаешь? Ребенок, кстати, это одна из особенностей тиков. Что напряжением воли, если все время вот ты знаешь, что ты эпизодически моргаешь, и ребенок будет за собой следить, чтобы это не делать, то напряжением воли тик можно остановить. Но, как правило, тут работает следующее. Попытка контроля, истощение возможностей контролировать и ухудшение состояния. То есть тики нельзя победить усилием воли. Но это уже четко установлено, поскольку тики, как вы понимаете, явление не редкое и лечат это уже многие годы, то совершенно четко установлено, что чем активнее пытаются родственники бороться с тиками педагогическими методами, замечаниями и так далее, тем активнее эти тики будут проявляться и повторяться. То есть самая идеальная модель борьбы с тиками – делать вид, что их нет. Вот когда ребенок никому не нужный, грязный, голодный, когда он со сверстниками не разглядывает друг друга, а дерется или бегает, то никаких проблем. Но если он в любящей семье, в школе, где на каждый чиханье обращают внимание, следят и так далее, когда ему 150 раз делают замечания дома и в школе, то это, естественно, будет повторяться, и это нарастает проявление вот этих тиков. Поэтому первое и главное, что вы все должны понимать, это перестать ребенка воспитывать, если вы эти тики обнаружили. Более того, делать всячески, если это начинает волновать ребенка, всячески демонстрировать, какая это полная ерунда. Еще раз, ребят, я вам расскажу, как можно помочь. Реально помочь. Но сейчас главное не делать то, что принципиально ухудшит состояние. Вот всячески демонстрировать, что вас это вообще не волнует. Подумаешь, тики. У меня тоже были тики. У Василия Ивановича были тики. У бабушки были тики. У нас в роду, даже у прапрабабушки, ты ее не знаешь, у нее были такие тики, но зато у бабушки был самый красивый муж. И так далее, и так далее. То есть вообще вы должны показать, что это вообще не страшно и вообще никого не волнует. И вот следующий этап – это когда вы все-таки утомленные тиками, решаете, что надо что-то делать, берете ребенка за руку и тащите его к врачу. Как правило, врачу надо просто посмотреть на дитя и убедиться в том, что да, это обычные тики, хотя похожие проявления могут быть при ряде болезней, при некоторых вариантах эпилепсии, при некоторых вариантах ревматических болезней. Как правило, врачи это знают. Иногда, то есть может понадобиться более-менее серьезное обследование. Но это возникает крайне редко. Но, то есть, сейчас я уточню показание к углубленному обследованию возникает крайне редко. Поскольку вы привели ребенка с тиками, есть типичный возраст, есть типичная картинка, врач это видит, все, никаких проблем, он уже знает, что оно пройдет само по себе. Но если врач сейчас вам скажет, что да, тики, идите отсюда, оставьте в покое, само пройдет, вы будете испытывать чувство глубочайшего неудовлетворения. И именно вот в этих целях, психотерапия тех, кто пришел, и б, классические наши варианты коммерциализации здравоохранения, когда за обследование кто-то платит, или вы из своего кармана, или ваша страховая компания, которая готова платить за все, что угодно, поскольку ее сотрудники имеют откаты от медицинских центров. И тогда мы начинаем уже обследование. И тогда дети проходят через всякие компьютерные томографии, электроэнцефалограммы, нейросонографии и так далее. Все это, извините, фигня на постном масле, никакого отношения к диагностике тиков это все не имеет. Это чистый бизнес. И дальше начинаются обсуждать варианты лечения. Сразу говорю, что лечение тиков лекарствами или в принципе серьезное лечение с помощью определенных вариантов терапии, например, поведенческой терапии. Есть такой вариант когнитивно-поведенческой терапии, когда с ребенком занимаются, когда учат его профилактировать эти приступы, создавая некие альтернативные движения и так далее. То есть такие варианты лечения есть, их осуществляют детские психологи или врачи-психиатры. Но в любом случае любое лечение, будь то психология, психиатрия, будь то лекарство, проводится только тогда, когда тики реально мешают жить и когда тики реально вызывают боль. И вот когда уже речь заходит о всяких лекарствах, то чего тут только нет.
Здесь используются всякие там противосудорожные препараты, нейролептики, антидепрессанты. В некоторых ситуациях используется даже ботулотоксин. И что тут очень важно, что практически любые лекарства, способные реально уменьшить выраженность тиков и их частоту, имеют огромное количество побочных явлений и почти всегда представляют большую угрозу организму, чем сами тики. Вот на это я обращаю ваше внимание. Теперь главные советы все-таки что делать. То есть фактически я вам еще раз говорю. Идеальный вариант. Алгоритм действий. Минимум истерик мамы. Максимально оставить ребенка в покое. Предупредить всех, кого можно. То есть учительницу, тренера, няню, всех педагогов, по возможности там, старших братьев, там, детей рядом. Не обращать на это внимание. Вот очень-очень предупредить. Далее. Помнить о том, что чем больше ребенок тратит энергии, тем реже у него возникают тики. То есть, когда ребенок устал, именно физически устал, то реально ему не до дергания, ему хочется спать. Понимаете, вот на это я обращаю ваше внимание. Как правило, один из способов лечения тиков – это его умотать. То есть сделать так, чтобы у него не было избыточной энергии. То есть если он наелся сладкого и уселся, или ему не дали после этого побегать, то вероятность тиков будет выше. Этому нет объяснений. То есть на уровне физиологии, патофизиологии. Вообще медицина точно не может сказать, что эти тики бывают. Понимаете? Но факт остается фактом. Чем меньше дети бегают, прыгают, устают, и чем больше они жрут, простите, сладостей, чем чаще в детской популяции возникают тики. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, это огромная ошибка. Ребенка шилозадого усадить, не дать ему потратиться энергетически. Ребенок, который хочет прыгать и скакать, а мы его усаживаем и ограничиваем его физическую активность, это один из вариантов спровоцировать тики. Вот на это я обращаю внимание. Дальше еще один момент. Он косвенно связан с тем, что дитё не тратит энергию. Это телевизор, компьютер, то есть любой экран. Понятно, что чем меньше ребенок бегает и прыгает, чем больше он сидит, уткнувшись в какой-то экран, то здесь тем чаще тики возникают, тем более они выражены. Но еще раз говорю, здесь не экран виноват, а именно то, о чем я говорю, ограничение двигательной активности. Куда-то надо девать энергию. То есть мышцы явно в организме в целом не дорабатывают, возникают вот такие вот проблемы. И еще один момент, на который хочу обратить внимание. Я, к сожалению, почему-то не нахожу этому каких-то подтверждений в серьезной научной литературе. Но это мой личный опыт. Опыт врача, который много этих тиков насмотрелся и четко знает, что помогает. Значит, смотрите, друзья мои. Я лично глубоко убежден в том, что один из механизмов тиков, еще раз я обращаю сейчас внимание всех. Ребят, я вам сейчас рассказываю не научные данные, а личное мнение доктора Комаровского, которое я могу здесь в журнале озвучить, поскольку я рассказываю это, делюсь со своими фактически. Так вот. Я вижу, что тики наиболее часто возникают в периоды активного роста. То есть я предполагаю, что тики являются одним из проявлений повышенной нервной возбудимости, которая всегда возникает в периоды активного роста, и это связано с обменом кальция. То есть вы должны понимать, что в периоды активного роста уровень кальция в крови в принципе ниже, потому что кальций мгновенно из крови всасывается, идет в кости, идет активный рост. То есть он относительно низкий. И малейший дефицит кальция в пище, например, он может провоцировать тики. И, кстати, один из факторов специфических, который может временно уменьшать количество кальция в крови, это передозировка витамина D. И я вижу часто этому подтверждение, поскольку сейчас все жрут витамин D из-за коронавируса, например, того же. Я вижу, как у детей, и детям же дают, я вижу, что тиков становится много. Я вижу очень часто тики резко появляются весной, когда дети после зимы вдруг выходят на солнце, и за зиму накапливается огромное количество провитамина D. Тут солнце, витамин D становится активный, снижение уровня кальция в крови, начали дергаться. Таким образом, прошу вас, если моя версия кажется вам правдоподобной, то есть давали витамин D, или много были на солнце, или реально видим, что ребенок сейчас активно растет, или реально имеет место смена зубов,
или начали вот уже зубы выпадать, или, а это же, как правило, вот 4-7 лет вот возраст старта тиков, это как раз возраст активного роста, возраст смены зубов, то я вас прошу, ребят, обычный, копеечный глюконат кальция. Причем, вот почему важно, чтобы это был копеечный глюконат кальция, потому что обычный глюконат кальция, его практически невозможно передозировать. Кальций, в принципе, растворимые варианты кальция, в принципе, невозможно передозировать. Кальций всасывается по мере потребности. И вот берете обычный копеечный глюконат кальция и 3-4 таблетки 0,25-0,5. 3-4 раза в день даете ребенку месяц, 1,5-2. Вот я вижу эффекты практически всегда. И главное, вы ни при каких обстоятельствах не сделаете ребенку хуже и в любом случае поставите жирную галочку на собственной совести. Вы же не сидели сложа руки, а давали ребенку лекарства. Тем не менее, я почти убежден, что если не психовать, не нагнетать, давать ребенку кальций, не злоупотреблять витамином D, избегать солнца, в период активизации тиков, или использовать солнцезащитные кремы, вот, то это может привести к реальному результату. Собственно говоря, это главное, что я вам хотел рассказать. Делайте выводы. Друзья, обратите внимание, мы выкладываем в свободный доступ материал, созданный для журнала доктора Комаровского. Вы можете сказать спасибо и поддержать наш образовательный проект 3 способами. Первое – оформить подписку на журнал. Второе – оформить спонсорство канала доктора Комаровского в YouTube. И третье – стать нашим спонсором в системе Patreon. Все ссылки в описании к этому ролику.